Эту историю поведал мне в детстве отец. Отгремела Великая Отечественная война, и я со своим закадычным дружком Васькой, как и вся наша деревня, радовался наступившим мирным дням. Отец вернулся с войны и работал кузнецом в деревенской кузнице, мать в колхозе на ферме, бабушка по дому и по хозяйству управлялась, русская печь, щи, пироги с рыбой, картовница и корка с картошкой. Дружок Васька жил за околицей с матерью и дедом Игнатом Лукичем, отцом матери. Васькин отец не вернулся с фронта, как у многих тогда ребят. Так вот, этот самый дед Лукичий был нашим самым большим наставником и учителем. Ох, и гонял он нас с Васькой за долгие подозрительные отлучки, но и учил жизни, познанию природы и быта, старался прививать нам трудовые навыки. Познания давались нам трудно, навыки тоже не особо хорошо, но Лукич не терял терпения и все время повторял нам воспитательные фразы. «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда, учение свет, а не учение тьма». Родителям некогда было заниматься нашим воспитанием. Они много работали в колхозе, чтобы прокормить семью, и мы были предоставлены себе сами. Отец ворчал: «Вот когда ты нужен, тебя никогда не найти. Где же вы вечно со своим дружком шляетесь, выпаривая тебя когда-нибудь вожжами?» Любимым нашим свойским занятием было ходить по окрестным лесам в поисках патронов от авиационных пушек. Мы играли в войнушку и стреляли по консервным банкам. Нам нужен был порох, а порох можно было добыть только из патронов, поэтому патроны нам были очень необходимы. Родители нас за это сильно ругали, поэтому мы старались делать свои дела по возможности тайно. Но тайно не всегда получалось, и наши уши часто трепались взрослой рукой, но это нас мало останавливало. Нашу деревню война обошла стороной. Фронт находился в 100 километрах, а вот в соседнем селе через речку выше по течению всю войну был советский военный аэродром. Оттуда во время войны залетали истребители, тяжелые бомбардировщики, которые летали бомбить к линии фронта немецкие позиции и военные склады. Самым нашим заветным желанием с Васькой было найти самолет, который во время войны упал в болото при вылете на задание. Самолеты делали прощальный круг над аэродромом, но однажды что-то не состыковывалось, и 2 истребителя столкнулись в воздухе. У одного пропеллером разворотило всю кабину, и летчик погиб. Самолет врезался в землю недалеко от аэродрома. У второго был отрублен хвост, и он спланировал болото под названием Крапивна. Оно было относительно недалеко от нашей деревни, вот на его поиски мы отправлялись каждый день, как юные следопыты. Каждый раз вдоволь находившись по лесу и подходя к деревне, Васька говорил: «Ох, влетит же нам сейчас от наших маман», а я каждый раз смеялся. «Откуда ты, Вася, это словечко взял, маман?» Дед Лукич первым встречал нас с ремнем наперевес, навсегда первым защищал и выгораживал перед родителями. «Вот смотрите», — воспитательный момент говорил дед, тряся ремнем перед нашими носами. Потом 2 раза громко кашлял и вешал орудие воспитания на гвоздь на видное место. Однажды мы долго с другом бродили по лесу в поисках патронов. Дело непростое, нужно заглядывать под все кочки и ели, ворошить листву и опавшие ветки. А вот самолет отыскать нам никак не удавалось, хотя мы и приблизительно знали, где он упал. Может, в болото засосало окончательно, а может, и не было его вовсе, и это была красивая легенда, мы с другом не знали. Леса были густые, болото топкие, а опыта мало, да и храбрости не очень, но мы не унывали. В ребяческой забаве упорно стремились к своей цели. Побродив еще немного по лесу и не найдя ничего, мы забрели в густые заросли кустарника. Там мы заметили яму под вывороченным во время бури корнем дерева. Яма была прикрыта обильным валежником, похожим на нору. «Наверное, чье-то жилище», — сказал я Ваське. «Да», — похоже, ответил друг. «Давай подойдем поближе и посмотрим. Страшно, а вдруг там рысь, а еще хуже волк, но детское любопытство не знает страха, и мы потихоньку стали приближаться к норе. Когда мы заглянули в яму, на нас смотрели 4 внимательных глаза. Это же волчата. Бежим отсюда скорее. Дернул меня за рукав Васька, и мы, что и с мочей,
бросились бежать подальше от волчьего логова. В деревню мы пришли притихшие и испуганные и договорились друг с другом никому не рассказывать о лесном происшествии, даже деду. На следующий день, не сговариваясь, ноги сами принесли нас к волчатам. Так, украдкой, прячась за кочки, просидели мы около норы пару дней в засаде по всем приметам, которые нас учил дед. Мы поняли, что волчата одни, с матерью что-то случилось. Она не приходила к норе, волчата начинали потихоньку скулить и плакать. Нам с дружком стало так жалко малышей, что мы с ним совсем забыли о самолетах и о патронах. Теперь нас интересовали только волчата. Васька стащил из дома молока, а я к рынку. Мать недоумевала. «Что ты построил? Стал молоко любить. Раньше за тобой никогда такого не замечала, не успевая кувшин наполнять». Но дед Лукич тоже стал что-то подозревать. Его не проведешь, старого партизана. Пришлось рассказать деду про лесную находку. «Так вот, чего вас по лесам целыми днями носит», — сказал дед. «Идите, посмотрим, что там за волчата». «Ох, да», — почесал голову дед, — «вот дело. Мужикам деревенским рассказывать нельзя, это опасно, но и бросить пропадать живые души не по-людски, это не по-человечески». Так дед стал помогать выхаживать малышей. Для конспирации договорились, что в лес будем ходить только мы с Васькой. Отец будет научным консультантом, будет подсказывать, что и как делать, чтобы выходить волчат, но не приручить их к людям. Пусть звери остаются зверями. Так и сделали. Когда волчата подросли, мы с Васькой получили от деду команду больше к логову не подходить. Мы долго спорили, но дед сказал нет, как наотрез, и взял с нас честное пионерское слово. Нам с Васькой пришлось подчиниться его мужскому авторитету. Сколько раз мы с другом хотели сходить к своим питомцам, но данное честное слово нас останавливало. С тех пор минул год. Лето стояло засушливое, воды в реке было мало, разгоряченный воздух плыл волнами над полем. Сушь была страшная. 2 месяца не было дождей. В округе часто полыхали пожары, но, слава богу, их быстро удавалось потушить. Люди жили в полном напряжении и готовности встать на борьбу с пожаром. Копались противопожарные рвы вокруг деревни и в лесу. Делались запасы воды, проверялась техника и инвентарь. Однажды ночью деревню разбудил страшный и протяжный вой, истошно залаяли собаки, поднялись крики и суета. Небо на краю деревни осветилось ярко-красно-оранжевым свечением, полыхала старая рига на пригорке около реки. Такую страшную сушь огонь мог быстро добраться до деревни, и тогда не миновать беды. Деревянные постройки неминуемо заберет огонь. Ничего страшнее пожара для деревенской избы нет. Это понимали все. Всем миром деревенские ринулись тушить пожар. Бежали все. Все смешалось в этой отчаянной битве человека с огнем. Дед Лукич, что есть мочи, стучал в рельсу. «Пожар! Пожар!» Почти охрипшим голосом кричал он. Бабы с ведрами, мужики с лопатами и баграми все устремились на тушение пожара от мала до велика, даже старики и дети. Мужики притащили передвижную помпу, и дело пошло. Мы с Васькой тоже тушили пожар вместе со всей деревней. Огонь был потушен часа через 4. Старая рига сгорела дотла, но деревню всем миром дружно удалось спасти. Народ, уставший чумазой, в саже, в пепле и земле, стал разбредаться по домам. Дед сидел на корточках и вытирал ладонью пот со лба. Он пальцем поманил нас к себе, и мы с Васькой присели рядом. «А знаете, — тихо, почти шепотом спросил дед, — кто деревню разбудил, кто поднял вой и разбудил всех собак? И кто же?» Мы с Васькой удивленно смотрели на деда. Это были волки. «Какие волки?» — удивились мы с Васькой. «Дед, что ты такое говоришь?» Я вечером пошел по двору, и показалось мне старому сослепу, что вижу я 2 волчьих силуэта на фоне какого-то непонятного ночного зарева на пригорке. У меня по спине пробежал холодок, а потом вдруг вой протяжный такой, с подвыванием. Собаки так не воют, я-то уж точно знаю. Наши псы тут же подхватили эту песню и завыли во всех дворах. Тут уж я сообразил, что эта рига горит.
и побежал в рельсу звонить, да народ созывать. Да, это были наши волки. Волчата, которых мы в лесу прошлым летом спасли. А теперь они нас от страшной беды спасли. Вот так, ребятушки, бывает в жизни. Только вы об этом никогда никому не рассказывайте. Дед приложил палец к губам. Это наша тайна. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.